Всем респект, с вами Фиспект. В последнее время мне все как-то больше тянет на ПК тематику, нежели девайсов. Собрать что-то самому, проверить готовые сборки, мне это прям реально интересно. И учитывая, что сейчас происходит с ценами на комплектующие, мир будто перевернулся, и ПК в сборе оказывается выгоднее, нежели собирать его самому с нуля. В чем я убедился по прошлому своему ролику, но вот чего точно не мог ожидать от ноутбуков, что с ними сейчас происходит то же самое. А я-то думал, почему в последнее время участились вопросы мне в личку, что лучше купить, ПК или ноутбук. И разобравшись в вопросе, все стало на свои места. Ноутбуки сейчас это не переплата за компактность, а с какой-то стороны даже выгодное решение. И если вы мой подписчик, то помните мой не самый удачный опыт покупки макбука. Вот именно с того момента я и задумался о приобретении игрового ноута на винде. И сегодня мне выпала именно такая возможность. Lenovo предложила попробовать их топовый игровой ноутбук Lenovo Legion 7 на внимание NVIDIA GeForce RTX 3080 и самом топовом мобильном процессоре Ryzen 9 5900HX с 32 гигами оперативки, необычным экраном, крутыми технологиями и особенностями ноутбука, от которых я, честно говоря, был в шоке. Предлагаю вам сегодня вместе со мной посмотреть, на что способны такие монстры, как этот ноутбук, ощутить всю красоту технологии NVIDIA, протестировать его и ответить на вопрос, игровые ноуты сейчас топ или нет. Погнали! Это переход, короче. Распаковав его, моему взору представилась стилевая тканевая защита, а под ней и сам ноут, холодненький такой. На этот раз не будем тянуть, ибо я хочу показать вам это. Поймите меня правильно, я не то чтобы фанат подсветки, но на ноутбуке, где клавиатура встроена, как по мне, она должна быть именно такой, ибо просто так ты ее не поменяешь, как обычную клавиатуру. Но самый кайф даже не в этом, а в том, что ноутбук с ней, особенно в темноте, будто парит над столом, и выглядит это очень сочно. После того, как я включил ноутбук, первым же делом я решил проверить комплектующие. GeForce RTX 3080. Я как бы ни на что не намекаю, но вон стоит мой ПК и просто RTX 3080. Мне хочется плакать. Хочется объяснить, почему это супер круто, так как свой ПК в ближайшем будущем я буду обновлять тоже до 30-й серии. RTX это все передовые технологии для игр в одном флаконе. С каждым поколением FPS прилично растет, и 30-я линейка это максимум на сегодня. Предыдущее поколение смотреть смысла нету. До 2 раз больше кадров в секунду благодаря DLSS. Это просто имба технология, которая использует искусственный интеллект для рендеринга, снимая нагрузку с видеокарты. В итоге вы получаете бесплатную прибавку кадров в секунду, а картинка выглядит четче. Более 120 игр и приложения поддерживают эту технологию, например, Rust, Doom Eternal, Red Dead Redemption 2, Battlefield 2042 и куча других. А что самое приятное именно для ноутбуков, что с DLSS время автономной работы увеличивается на 20%. NVIDIA Reflex технология для киберспортивных игр, где важна скорость реакции. Reflex оптимизирует задержку системы и улучшает отзывчивость системы. Точность попадания и скорость отклика повышается, ну и твои результаты тоже. Практически все современные соревновательные игры поддерживают эту технологию, типа Apex, Tarkov, Overwatch, Battlefield, колды и куча других. Ты просто активируешь ее в настройках игры, и задержка становится меньше. Доступно такое чудо только на видеокартах GeForce. RTX это не только красивые лучики в играх, хотя и это тоже, но также эти ядра ускоряют работу в приложениях, поддерживающих аппаратное ускорение. По типу Photoshop, Premiere, DaVinci, работа с 3D графикой, да блин, даже стримы будут идти лучше именно с энкодером от NVIDIA. И как я уже говорил, именно 30-я серия еще эффективнее предыдущих. Кстати, сам только пользуясь этим ноутбуком, узнал о существовании драйверов, который называется Studio. Переключиться на него можно в GeForce Experience, и предназначен он больше для оптимизации и стабильности работы именно рабочих приложений. В зависимости от твоих потребностей, в любой момент ты можешь переключиться на гейм-драйвер и переключаться в любой момент. В общем, очень полезная штука, если вы не только играете на ноутбуке. Что у нас дальше самое интересное из комплектующих? Процессор. Но это тупо самый мощный и лучший процессор на сегодняшний день. AMD Ryzen 9 5900HX. Обсуждать здесь толком нечего. Когда вам дают самый мощный проц, все, что тебе остается, тупо наслаждаться скоростью и мощностью работы от внимания мобильного процессора, который не особо уступает и в десктопной версии. Приставка H крутая. Хочу себе ПК именно на этом процессоре, чтобы не париться с охлаждением. Экран здесь 16:10. Я обожаю, когда задействуется все на максимум и не остается ничего лишнего. В играх же все возвращается в привычные 16:9, и никаких проблем нету. Но если вам вдруг по каким-то религиозным соображениям не устраивает халявный дюйм в принципе, то в любой момент вы можете отключить его в панели управления NVIDIA. Правда, смысла я в этом вообще не вижу, ибо большой экран это круто. Само разрешение здесь Quad HD, то есть 2К, но по вертикали у вас не 1440 пикселей, а 1600. При этом не забываем, что ноутбук игровой, и тут не просто 144 Гц, а 165 Гц и G-Sync. И лично я разницу в плавности еще как вижу. Кстати, очень хорошо, что экран здесь не 4К разрешение. Просто наслышался я о том, насколько такая плотность картинки на ноутбучных экранах просто лишняя. И из-за размеров ты просто не увидишь большей четкости, а производительность при этом теряется. Поэтому 2К 165 Гц, да еще и халявный дюйм по вертикали, это идеальное решение в этом ноутбуке. Сам экран яркий, сочный, гораздо лучше, чем мой монитор. Целых 500 нит, полный охват sRGB и заводская калибровка от X-Rite. Кроме того, сертификация TUF гарантирует отсутствие мерцания.
Вместо шим здесь DC диминг, управление яркостью, подсветку через регулировку вольтажа, антибликовое покрытие и вырезанный вредный спектр синего излучения. Причем вырезана только узкая полоска синего спектра, поэтому экран не желтит и откалиброван до точной цветопередачи, и глазки ваши уставать не будут. В общем, экран топовый. Охлаждение очень важный момент в ноутбуках. Тротлинг и снижение производительности главная проблема игровых ноутов. А что у нас здесь? Система охлаждения на испарительной камере, рассчитана на полный теплопакет видеокарты 165 Вт. Например, если другой производитель ставит чипа 3080, но снижает энергопотребление в мясо, то на выходе у вас не 3080, а какая-нибудь 2060. И здесь же видеокарта работает на всю свою мощность. А дальше в тестах, где я покажу температуру, вы в этом убедитесь. Учитывая, что видеокарта 30 серии в принципе более энергоэффективной по сравнению с 20, прирост очевиден, особенно с включенным DLSS, о котором я говорил ранее. И видеокарта, как любят говорить, раскрывается на полную. Самый кайф еще в том, что ноутбук относительно легкий, всего 2,5 килограмма, когда другим, чтобы поставить ту же мощность, нужно увеличить вес ноутбука, что превращает его не в мобильное решение, а в что-то типа ПК, который не хочется брать с собой. TrueStrike, считай, эталон среди механизма клавиатур. При этом здесь продумана такая система, что прямо через клавиши у тебя проходит воздух в сам ноутбук, охлаждая его, что хорошо как для ноута, так и для твоих пальчиков. Горячо не будет. Когда мне досужилось пользоваться игровыми ноутами, я всегда сталкивался с этим неприятным моментом, тут же это просто исключено. При этом, если вы любите поставить ноут на что-то мягкое, например, лежа на кровати, перекрывая подачу воздуха, то просто больше воздуха будет браться именно через клавиши, что для ноутбука я считаю очень важно, ибо сценарий его использования больше, чем у стационарного ПК. С питанием ноутбука все тоже не так просто. Если вы хотите получить полную мощность, то вот вам прекрасный блок питания на 300 Вт, который на секундочку сделан так, что вы его спокойно можете положить под стол и на стол, и он не будет елозить туда-сюда из-за того, что он плоский и прорезиненный. Почему все производители не делают так? Но главная особенность этого ноутбука даже не в этом, а то, что при сценарии, где нету возможности взять килограммовый блок питания, ты можешь просто зарядить его от USB-C с диапазоном 65-100 Вт, что, как по мне, очень круто. Чем больше сценариев использования ноута, тем лучше, как-никак это мобильное и универсальное решение. Max Switch с технологией Optimus — это специальный переключатель графики, который редко кто ставит и который работает в двух режимах. Гибридный мод включен, где дискретная карта работает через видеовыход интегрированной графики, и автономная работа в неигровых нагрузках может доходить до 6 часов. При этом ноутбук начинает работать через FreeSync. Гибрид мод выключен, дискретная карта подключена напрямую к монику, отчего время автономной работы может быть вдвое меньше, а работает он при этом через G-Sync. То есть ты можешь иметь сколько угодно мощную батарею, но работать ноутбук может еще меньше. В общем, Max Switch реально полезная штука. И боже, как же я обожаю такие решения с портами сзади ноутбука. Это так экономит место и эстетично выглядит. И сидя за ним, все, что ты будешь наблюдать, это провода от мышки, которая уходит за стол, и наушники, которые не всегда бывают длинные, как, например, у меня от Apple, поэтому они вставляются слева, где ничего не мешает. А еще смотрите, какой прикольный переключатель для параноиков. Заклеить веб-камеру теперь не обязательно. А еще иконки всех этих портов подсвечиваются. Очень удобно находить, что куда вставлять в темноте. И переключаются они с помощью FN+U. Что у нас по апгрейду? 2 слота под M2, если вам вдруг понадобится больше 1 терабайта, вот с такими вот бешеными скоростями. И 2 слота под оперативку, до 64 гигабайт. При этом гарантия после апгрейда не слетает, если вы ничего не повредили. Настало время моего самого нелюбимого, это тесты. Просто и так понятно, что это железо потянет все игры на ультрах. Но интереснее всего взглянуть именно на температуру и технологию уменьшения задержки. Киберпанк, будь он не ладен, ультра настройки, предлагаю посмотреть именно на температуры, которые здесь нормальные. И разницу FPS с включенным и выключенным DLSS. Думаю, выводы очевидны. Minecraft RTX, игра детства, и 5 лет назад я даже не мог подумать, что такое возможно на ноутбуке. То, что видят мои глаза, что-то из разряда нереального. Красиво, круто, но тесты не совсем объективны, так как это Minecraft, поэтому давайте посмотрим, что с NVIDIA Reflex и задержками. Apex. В свое время я очень много провел в этой игре. От того, насколько она динамична, настолько сильно тебе хочется, чтобы она была максимально плавой и с наименьшей задержкой. С этим здесь все отлично. Даже мой старый мощный ПК, который я продал, не мог похвастаться настолько приятным геймплеем. Doom Eternal — идеальная игра, где можно оценить и Reflex, и DLSS. Просто комбо, которое создает идеальный геймплей на сегодняшний день. Ну и напоследок CS-очка, где рефлекса нету, но игра сама по себе с приколом. И вот такие циферки она выдает. Напоминаю, Monix 165 Гц, и камера просто не передаст, насколько плавно все работает. К сожалению, моя библиотека больше не обладает современными играми, но если вам интересно, я думаю, вы без проблем найдете тесты в интернете. Самое нереальное в этом ноутбуке то, что они смогли запихать в настолько компактный корпус полноценную RTX 3080, которая работает на 165 ваттах, и при этом продумать охлаждение так, что все прекрасно работает при самой максимальной нагрузке при стресс-тестах. Кстати, о них. Вот результаты Саиды. Температуры рабочие и даже не доходит до пиковой нагрузки при самых жестких условиях. Но самое приятное то, что сидеть за ним комфортно. Он не гудит, как турбина самолета, а издает приемлемый уровень шума. А также руке комфортно лежать на корпусе, который хоть и греется, но дискомфорта, как на других ноутбуках, которыми я пользовался, не приносит. А теперь самое интересное. Ноутбук, понятное дело, не дешевый. Актуальные цены можете проверить по ссылке в описании, но это топовое решение и стоит оно соответственно. Но главный рофл
Смысл в том, что собрать точно такой же ПК по мощности у вас не выйдет в принципе. Один лишь процессор с видеокартой вам обойдется в стоимость этого ноута. Пусть даже на десктопе видеокарты и мощнее, а не забываем про охлаждение, корпус, материнку, оперативку, VP, SSD, а еще моник приблизительно такого же качества выйдет минимум в 25 тысяч. В общем, мои шаблоны порваны. Это не просто мощный ноутбук, а еще и выгодный с точки зрения попробуй собери сам. У вас этого просто не выйдет. Что по минусам? Объективно их нет. Субъективно мне не зашел тачпад и его расположение не по центру, а немного слева, что для правшей, как по мне, не самое удачное решение. Также как с ним работать после MacBook мне показалось неудобным, хотя объективно не так много людей пользуются тачпадом, и я в том числе. Подключил мышку и забыл про него. В общем, учитывая сколько плюсов у ноутбука, этот субъективный минус просто мелочь. А плюсы... Экран топовый, начинка бешеная, сам ноутбук очень стильный и качественно собранный, охлаждение лучше просто не придумать. RTX 30 серии, ее технологии вообще сказка и стоит дешевле, чем любой ПК подобной мощности. Однозначно очень хороший ноутбук. Кстати, пару слов про Lenovo. Мой самый первый аппарат был именно от Lenovo. Тогда у меня даже ПК не было, и мама купила мне эту машинку. В итоге из-за моральной старости и ненадобности продал его на Авито. А сейчас мне именно эта компания дала попробовать такого зверя. Вот так совпадение. Эта компания больше всех не симпатизирует среди производителей ноутбуков, и есть за что. Думаю, по этому ролику вы убедились и открыли для себя что-то новое. Как, например, я даже представить не мог, насколько ноутбуки сейчас мощные и выгодные. На этом я буду с вами прощаться, как и с этим ноутбуком. Печалька. Все нужные ссылки находятся в описании, а следующий ролик про прокачку Windows 11 выйдет сразу, как под этим наберется 15 тысяч лайков. Большое спасибо за просмотр, удачи и пока.